Всем привет, дорогие друзья! Недавно произошло прекрасное событие. Команда Na'Vi победила на турнире Blast, чему мы безмерно рады, и вы, я уверена, все прекрасно в курсе этого. И мы не могли упустить такую возможность поговорить о турнире с Ильей Перфекто. Привет! Привет, привет. Недавно было знаменательное событие, твой год в Na'Vi, и вы прекрасно отметили это победой, первой победой в 2021 году, а мы, в свою очередь, подарили тебе это замечательное худи из нашей коллаборации Na'Vi с Ксенией Шнайдер, которое вы можете приобрести в Na'Vi Shop, такой же, как и у меня в том числе. Но в сторону нашей рекламной интеграции давай лучше поговорим непосредственно об игре и о твоем годе в Na'Vi. Расскажи вообще, запомнил ли ты этот день, отмечал ли как-то лично? Символически получилось так, что мы выиграли в один день, поэтому отметил победы на власть. Это самое лучшее, что могло произойти. Как это происходило? Вот опиши свои первые минуты после победы вот с командой, потому что, когда это наладим, всем понятно, что происходит. А когда это вот на дистанционном режиме, вы все у себя по домам, что происходило у вас в TeamSpeak? В TeamSpeak все кричали немножко, потом успокоились, потом у нас был общий сезон опять в Дискорде, мы все подробно рассказали, как мы к этому шли, что мы перед каждой игрой говорили, что вот остался еще один шажок, сейчас следующая игра, потом еще одна, и так мы по чуть-чуть шли, и все это опять пережили вместе с командой, но на этой ноте и разошлись. Потом начался спам везде в соцсетях, в принципе, как всегда. И вы сидели по полночи, отвечали, да, всем, кто вас поздравлял? Кому ответили, кому нет. Это же приятно. Это круто, да. Расскажи о своем личном годе в Na'Vi. Может быть, как ты изменился как личность, как игрок? Может быть, твое отношение к киберспорту, к игре вообще в целом изменилось? Что произошло за этот год? Можно сказать, я стал более профессионалом, потому что многие аспекты, тот же медиа, все начинается развиваться, потому что раньше я этим вообще не занимался. Сейчас, в принципе, тоже, ладно. Для этого есть мы немножко тебя. Да. Поэтому я здесь. И, в целом, да, стал больше профессионалом, очень вырос уровень игры, потому что мы целый год играли очень крупные турниры, появился опыт игры в финал. 2 подряд финала проиграть, это нужно уметь. Но это было для того, чтобы выиграть такой важный финал. Да. По многим аспектам. Хорошо, давай поговорим уже о турнире, о том, что происходило. Первый матч у вас был против Liquid, и он был неприятный, скажем так. Кстати, у вас, мне кажется, часто бывает, что как раз первый матч на турнире, что-то там не идет. Да, даже на самом деле не важно, кто там будет играть. Да, абсолютно. Как и всегда, мы начали разгоняться по ходу турнира, не знаю, с чем это связано, возможно, то, что после отпуска пришли, не было официальных матчей. По ходу турнира мы сыграли первый матч, переосмыслили какие-то ошибки, и следующий уже матч по-другому все было. Слушай, Liquid играли первый матч с Fallen, который недавно к ним присоединился. Мы знаем, что Fallen — это просто глыба в Counter-Strike, это человек-легенда. И ты видишь его какой-то импакт в новых Liquid? Вы как-то по-особенному готовились к этой команде, учитывая то, что туда пришел вот такой снайпер, как Fallen? На самом деле, именно сейчас, я думаю, рано об этом говорить, потому что они только собрались, тренировались несколько дней. Мы просто знали, что, например, Fallen не играет Nuke в своей прошлой команде, но оказалось так, что Liquid все эти дни тренировали только Nuke и Inferno, и мы удивились, что они круто подготовились. А в целом, я думаю, Fallen точно принесет свой вклад в эту команду. Возможно, сейчас это не так заметно, но на дистанции я уверен, что так и будет. Следующий у вас был матч против Complexity, если я не ошибаюсь. Там тоже было все не сильно гладко. Вы отдали Мираж, если мне не изменяет память. И пришлось совершать такой своеобразный камбэк. Расскажи, как этот матч прошел для вас? Вот какие-то первые, последние воспоминания. Я не очень помню именно по ходу матча, но помню, что да, у нас опять не пошло. Не знаю, ничего не получалось, не могли закончить раунды в свою пользу, даже когда были в большинстве. Также просто был Team Talk после первой карты, когда мы проиграли. Сделали фокус на все эти ошибки и попытались выиграть. В принципе, получилось. А следующий матч — это G2. Там все было легче. Там мы уже собрались изначально. Да, уже собрались. Можешь рассказать, то есть это просто по ощущениям во время матча, ты говоришь, собрались? Или что-то произошло до этого, вы провели какую-то особенную подготовку и так вышло? На каждый матч мы готовимся одинаково, то есть всегда пытаемся никого не переоценить, наоборот, то есть не недооценить. Не недооценить, не переоценить тоже на самом деле. Просто когда мы начали играть, был такой общий поток от команды, общее настроение, можно назвать, после которого, появилась какая-то эйфория, и мы просто без шансов, мне кажется. И на этой эйфории вы доехали, в общем-то, до финала и до финальной выигранной карты.
Дальше пошло самое интересное. Осталась троица Liquid, которым вам пришлось делать реванш, Vitality и Astralis. Ну, давай Liquid еще затронем эту тему. Меняли ли вы что-то перед игрой? Как-то готовились? Или это, опять же, вот та эйфория и чувство того, что нужно отомстить за прошлый матч? Мы просто не допускали тех ошибок, которые были в первой игре. Карты были абсолютно те же самые. Мы знали, почему мы упустили, например, победу в первый раз, и просто совершали меньше ошибок, поэтому выиграли. То есть, мы знали, что будет, может быть, и сложно, но мы спокойно можем выиграть, если не будем ошибаться. Так и получилось. Ну и финальный день. Давай поговорим уже о финальных двух матчах. Кстати, как ты думаешь, какой из них был самый тяжелый? Все-таки финал нижней сетки? Не, если смотреть по счету, то, наверное, все-таки Vitality, но вообще весь день был сложный. То есть 2 матча в один день мы уже знали, что легко точно не будет, несмотря на результат. Поэтому... Есть ощущение, вот из того, что говорит комьюнити и, в принципе, по истории, что как раз Vitality и Astralis ваши самые главные соперники. Astralis такие чуть более давние, да, и Vitality это как раз вот по многим причинам, может быть, за последний год стали для вас тоже каким-то таким принципиальным соперником. Так ли это? Ну, я думаю, да. Во-первых, так бы за весь год эти 3 команды, включая нас, держались в топ-3, поэтому всегда было очень ожесточенные матчи против друг друга, поэтому да. Но против Vitality у нас такая равная борьба в плане того, что мы можем выиграть, они могут выиграть. Но тут как бы мы были очень сильно заряжены, как бы хоть и проиграли одну карту, но я почему-то знал, что мы точно выиграем. Не знаю. Давай немножко затронем вопрос мапвета. Какие карты вам сейчас, очевидно, как очевидно? Ну, я так думаю, что Инферно, по всей видимости, вам, конечно, играется сейчас комфортнее всего. Так ли это? Ну, я думаю, Нюк, на самом деле, это у нас первая карта сейчас. Мы готовили, мы вообще готовили несколько карт, это вот Нюк Инферно, поэтому на этом турнире, да, вот Нюк и Инферно — это 2 карты. Возможно, еще Даст, но Аверпас мы готовили просто, чтобы могли его сыграть. То есть против Комплексити или кому мы там проиграли. Vitality как раз проиграли. Там тоже были свои ошибки из-за того, что мало играли. А так, Нюк мы очень хорошо играем сейчас. Ну, вот он, кажется, относительно недавно как раз вошел в ваш маппул, да? Мы как бы развиваем там, Андрюха такую крутую свою мету развивает, которая, я думаю, сейчас одна из самых сильных на просцене, поэтому мне нравится Нюк. Андрюха, Нюк непростая карта, как раз поле для всех Андрюхиных талантов, так сказать, чтобы он там разыгрался не на шутку. Хорошо, выиграли Vitality, и тут разразился, не спор, но было 2 мнения. Когда команда выходит из нижней сетки в гранд-финал, ей приходится играть 2 Best of 3 в день, есть мнение, что это минус для команды, она устает, ей тяжелее, команда, которая не играла, она как-то более сконцентрирована и меньше чувствует усталость. И второе мнение, которое мне, допустим, более близко, и из опыта в разных дисциплин я это замечала, что как раз команда из нижней сетки, она вот на том кураже, на котором как раз поехали и вы, выносит просто своего соперника в гранд-финале. То есть как ты считаешь, вообще этот спор как-то актуален или это раз на раз не приходится? Мне кажется, это неоднозначное мнение, потому что разные люди в командах могут по-разному реагировать. Мы полностью перезагрузились после Vitality вместе с Глебом, он нам помог, и мы уже вышли на новой волне, но как бы у другой команды может быть по-другому. Может, наоборот, как-то сильно устать или еще что-то. Для нас это было в плюс. Мы были вот на кураже, разыграны. В принципе, было круто все. Перед матчем вы чувствовали, что вам предстоит вот самый главный соперник, что Astralis лучшая команда в мире, и сейчас вот, я не знаю, какой-то апогей и пик всего? Лично я об этом не думал, не знаю. Для меня вот как бы вообще после того, как мы там проиграли Liquid, там играли Комплекс, вообще неважно, против кого мы играем, главное сыграть свою игру, не ошибаться, неважно против кого. Просто Astralis, наказывают больше, чем остальные, если ты ошибаешься. Никто об этом не думал. Просто хотелось вот последний шажок этот сделать, забраться на вершину и пойти отдыхать. Ну смотри, ты сам уже говорил о том, что сколько финалов уже было за последнее время, еще в 2020 году, и вот вновь гранд-финал, вновь против Astralis, но, слава богу, Best of 3. В этот раз все произошло гораздо успешней. Best of 3 финал все-таки комфортнее играть, чем Best of 5 финал? Намного. Даже если ты играешь, в принципе, тоже Best of 5 за день, но с разными командами. Немножко просто по-другому, да. Но сейчас хорошо, что у нас есть Валера, который может такую разгрузить, там, новую силу внести на Инферно пока что. И, это очень помогает, потому что, когда 5 игроков, вот именно Best of 5 ты очень сильно устаешь, потому что ты играешь разные карты, нужно очень много всего вспоминать, фокусироваться на каждую мелочь, и это очень сложно. Поэтому Best of 3 это вот ты играешь свою карту, пик противника, и третий уже десайда, то есть как бы легче намного запомнить, и
ну, сфокусироваться. Расскажи, пожалуйста, о том, как Валера вообще переживал на этом турнире, как вы его поддерживали. Это вот его дебют на такой большой сцене, такая большая победа. Как это происходило для него? Ну, вообще, Валера очень такой заряженный парень, он, то есть, ну, вообще не боится, и вот я помню слова Сани перед финалом, который он сказал Валере, то есть, что не думай о финале, это просто еще одна игра, еще один праг, грубо говоря, то есть, просто не думай, что вот это там за чемпионство, просто играй, ну, и Валера на все 100 справился, это его пистолетка за теров просто, очень красиво было. And Boomich, he's just going to get that bomb plant. So already somewhat of a win here for Na'Vi. Let's see if they can lock down the post plant. Bit, he's gone unchecked. Magus gets a kill in the middle, but it's Bit with 2, and that's huge. It's low health for a couple of these players. Bit still dodging shots. 4 HP, 4 kills. Поэтому Валера, ну, максимально сейчас влился. И, ну, волнение, конечно, есть. Это, ну, вот, как ты сказала, первый турнир. Это нельзя отрицать. Ну, но он с этим справился, это самое главное. Радовался после финала как-то Очень. особенно? Очень радовался, там, я аж наушник так отдвинул, потому что там из Тарасовки такой крик был. Тарасовки? Ну, он же там живет. Ты услышал аж Услышал, сюда? да, окно пришлось закрыть. Хорошо. Также написал наш дорогой Петрик, лучший аналитик по версии Cybersport.ru, говорил о том, что, заметил о том, что это, в принципе, финансовый рекорд, что вот это самые большие призовые, которые выигрывала команда в СНГ, и если брать исключительно онлайн-турниры, то и в мире вообще. $600 000. Это много денег. Расскажи, думал ли ты об этом и вообще, в принципе, финансовая составляющая турниров является ли какой-то дополнительной мотивацией для тебя? Когда ты играл в финал, ты думал, что вы сейчас выиграете больше $500 000 и, ну, можете себе позволить, как Бумыч, квартиру купить? Мне больше часы приглянулись. Там еще часы дают. Просто интересно было их получить. Да не, на самом деле, как бы, я об этом не думал во время игры, но, конечно, приятно получать такой бонус плюс к победе, но во время до игры я об этом не особо думаю. Но вот когда они приходят, то есть денежка помогает. То есть я помогаю родителям, как бы, и это как, ну, для меня большой бонус. А Кирилл правда будет квартиру покупать или это Я мем? вообще не знаю. Не знаешь? Ну, мы узнаем, ребята. То там уже пошли какие-то сплетни, слухи. Я сам удивился, что везде об этом говорят. Надо спросить у Кирилла. Обязательно спросим. Хорошо, расскажи в целом, какие у вас планы на будущее? Чего ждать от Na'Vi, какие турниры впереди, когда они будут и чем вы нас будете радовать? Ну, хочется, чтобы этот турнир был не единичным случаем, чтобы мы продолжили эру Na'Vi. И, ну, просто хотим выигрывать все, что будет дальше. Сейчас будет еще один Blast. Ну и хочется, опять же, выложиться на максимум. Просто хочется выигрывать. Я думаю, всем нам. Это было прекрасное начало года, просто великолепное. Согласен. Всех разрывало, как и в прошлом году в Катовице. Поэтому я вам желаю такого же и продолжения, чтобы это было только начало. И желаю, чтобы мы увидели наконец-то мейджор, и вы там были победителями. Спасибо тебе за это интервью и удачи.